Здравствуйте! Сегодня у нас первый урок по профессиональной химии для клининга. Это урок для специалистов уборки, применяющих в своей работе профессиональную химию. Профессиональная химия представляет собой специализированные продукты, предназначенные для промышленных целей и регулярного использования в коммерческих целях. Основное отличие профессиональной химии от бытовых аналогов заключается в составе и концентрации активных компонентов, что позволяет достигать наилучших результатов при минимальных затратах времени и усилий. Как было уже сказано, основное различие между бытовыми и профессиональными химическими средствами состоит в уровне концентрации активного компонента. Профессиональные препараты содержат в разы больше активных ингредиентов, что обеспечивает высокую эффективность при обработке больших площадей и сильно загрязненных поверхностей. Однако, важно помнить, что высокая концентрация требует соблюдения мер предосторожности. Именно поэтому такие средства и не продаются в обычных супермаркетах. Работа с такими средствами требует обязательной специализированной подготовки. Профессиональный клининг начинается с умения применять профессиональную химию. Концентраты только для профессионалов. Бытовые средства существенно дороже концентрированных аналогов, поэтому профессиональный клининг работает с концентратами в больших объемах. Например, при общих равных условиях уборки 10 литров бытовой химии израсходуются за 4 месяца, тогда как 10 литров профессиональной химии на тех же задачах уборки могут применяться до 7 месяцев, что, естественно, сказывается на стоимости каждого убираемого метра. Как правило, профессиональные средства упакованы в канистры с максимально точными делениями литража. Это существенно помогает экономить средства при приготовлении рабочего раствора. Профессиональные средства предназначены для удаления большего количества загрязнений, чем бытовые, и часто используются для уборки в местах большого скопления людей, для борьбы с сложными загрязнениями, с промышленными загрязнениями, с загрязнениями в сложных условиях удаления. Из одного и того же концентрата, просто меняя пропорции разведения, можно приготавливать растворы разной силы под разные виды загрязнения и поверхности. Скажем, нейтральная концентрация часто используется для ежедневной уборки, протирки полов, мытья посуды. Но для генеральной уборки на кухне, чтобы отмыть застарелый жир, нам понадобятся более сильные концентраты. А чувствительные поверхности требуют специального подбора моющих средств. Но для удаления, например, ржавчины или жира, все равно понадобится два принципиально разных средства. И этот вопрос немного позже мы рассмотрим детальнее. Еще один пример про экономию на моющих средствах. Покупка профессионального моющего средства в большой канистре от 5 литров минимум в 2 раза дешевле литровой емкости того же средства. А если литровая емкость имеет специальный дозирующий колпачок или триггер, то стоимость еще выше. Поэтому, особенно в крупных клининговых компаниях, где много объектов на обслуживании, важно научить сотрудников пользоваться профессиональными моющими средствами, приготовлению моющих растворов, дозированию средств, чтобы существенно снизить расходы за счет самостоятельного приготовления нужных растворов и фасовки их по мелкой таре для удобной работы. Понять работу химии клининга можно через образ линейки кислотности pH. Понимая, где, в каких рамках этой линейки находится нужное загрязнение, можно подобрать к нему правильную химию. Это может звучать просто, но и сложно одновременно. На слайде изображен инструмент визуализации кислотно-щелочного баланса среды, линейка кислотности pH. Посмотрите на нее и обратите внимание на следующее. Линейка в рамках 14 пунктов, где на нуле самая концентрированная кислота, а в конце линейки подразумевается самая концентрированная щелочь. Ровно посередине, на семерке, уровень кислотности 7 pH, находится нейтральная среда. В линейке pH
принято считать нейтральным элементом воду. Соответственно, в левую сторону уровень pH уменьшается, превращаясь в кислоту. Вправо от воды уровень pH растет, превращаясь в щелочь. Чем ближе к нулю, тем кислота, скажем так, злее. И чем ближе к 14 pH, тем щелочь сильнее. Давайте посмотрим, как на линейке pH расположены разные нам известные вещества. На нашем примере вправо от воды в щелочную активную среду идет кровь 8 pH, затем пищевая сода 9 pH, затем лекарство от изжоги 10 pH, нашатырный спирт в зоне 11 pH, мыло имеет 12 pH, далее отбеливатель и средства для очистки труб. Влево от воды пошла кислотная активная среда. Молоко 6 pH, кофе, спиртное, уксус, лимон в зоне 2 pH и почти у нуля желудочный сок. Суперконцентрированная кислота. Обратите внимание еще на один слайд, показывающий, какие кислотно-щелочные растворы лучше справляются с разными типами загрязнений. Например, рамки ежедневных уборок находятся преимущественно в нейтральной среде. В зоне от 6 до 8 pH нейтральные моющие средства, а концентрированные растворы или щелочи – это зона, как правило, специальных уборок, связанных с сильными масштабными загрязнениями. Специальные уборки минеральных отложений, как правило, делаются кислотами в зоне от 0 до 5 pH. Специальные уборки органических загрязнений отмываются щелочами в зоне от 9 до 14 pH. При этом важно осознавать и запомнить правило, что кислоты и щелочи при смешивании нейтрализуют друг друга. На сленге клининга гасят. Приведу вам упрощенный образный пример с лекарством от изжоги. Желудочный сок – это кислотная жидкость, а лекарство от изжоги – щелочная. Принял щелочное лекарство, она нейтрализовала повышенную кислотность желудочного сока и наступило облегчение. Иногда некоторые люди, как экстренный метод борьбы с изжогой, используют еще и пищевую соду. Тот же принцип – нейтрализация кислоты. Это и есть тот самый принцип нейтрализации в действии. Хотя, напомним на всякий случай, перед применением лекарств необходимо проконсультироваться с врачом. Следующая пара правил заключается в том, что кислотные средства растворяют минералы, а щелочные средства – органику. Многим, вероятно, уже приходилось чистить чайник от накипи. Накипь – это что? Минеральные отложения, соли кальция и магния. А минеральные отложения по нашей версии хорошо удаляются кислотными средствами. Лимонная кислота – это подходящее средство для разрушения минеральных отложений. Поэтому в быту мы иногда применяем лимонную кислоту для растворения накипи. А чем преимущественно забита гофра в раковине на кухне? Правильно, преимущественно органикой и жирами. Каким средством мы прочищаем трубы от жиров? Правильно, щелочным концентратом. Надеемся, вам стала понятнее базовая логика применения химических средств при удалении загрязнений. Проговорим детальнее про кислотные моющие средства. Основу кислотных моющих средств составляют минеральные или органические кислоты. Серная, ортофосфорная, лимонная, уксусная и другие. Часто содержат дополнительные компоненты, улучшающие эффективность, такие как хелатирующие агенты, ингибиторы коррозии и ароматизаторы. Кислоты используются преимущественно для удаления минеральных отложений, ржавчины, оксидов металлов, кальциевых солей, мочевого камня и других твердых загрязнений. Эффективны против следов жесткой воды, пищевых остатков кальция и магния, окисленных металлических покрытий. Моющие средства на основе кислот хорошо справляются с твердыми загрязнениями, быстро удаляют коррозию и налет, легко проникают в поры материалов,
Например, моете плитку, покрытую налетом ржавчины. Ржавчина, как правило, уже впиталась в материал, и мы с помощью кислотного моющего средства растворяем ржавчину и выводим ее из пор плитки. Но кислотные средства могут повреждать чувствительные материалы, алюминий, хромированные покрытия, требуют аккуратного обращения и соблюдения мер предосторожности. Щелочные растворы. Щелочные составы включают гидроксиды щелочных металлов, гидроксид натрия, калия, аммиачные соли, фосфаты и карбонаты. Добавляют смягчители, антисептики, антиоксиданты и прочие функциональные добавки. Моющие средства на основе щелочей предназначены для устранения органических загрязнений, жиров, белков, крахмала, пота, косметических продуктов. Применяют для посуды, кухонных приборов, пола, стен, автомобилей, тканей. Моющие средства на основе щелочей отличаются мягким действием на большинство материалов. Эффективны против жирных пятен и биозагрязнений. Ими проще обрабатывать большинство бытовых поверхностей. Но они меньше влияют на минеральные загрязнения. От их воздействия возможна потеря блеска некоторых видов керамических и стеклянных изделий. Общие выводы. Кислотные моющие растворы удаляют минеральные отложения, но они агрессивнее и более опасные. Щелочные моющие растворы удаляют органические загрязнения, они мягче относительно кислотных и менее токсичны. Подбор конкретного типа моющего средства зависит от характера загрязнений и материала обрабатываемой поверхности. Важно учитывать совместимость и возможные последствия неправильного выбора. Если мы не знаем характер загрязнений, то сначала стоит попробовать отмыть загрязнения несильными щелочными растворами, постепенно подбирая концентрации и уровни кислотности. Важно учитывать вероятность повреждения убираемых поверхностей моющими средствами, даже после того, как удаление загрязнения будет закончено. Могут происходить окисления, разрушение поверхностей после применения моющих растворов. Для снижения такой вероятности желательно после помывки проводить нейтрализацию. ПАВы – поверхностно-активные вещества. В профессиональной химии для клининга, как правило, находятся еще некоторые ингредиенты. Потому что одно дело растворить ржавчину, а другое сделать так, чтобы она не вернулась и не осела на поверхности снова. И здесь работают не только кислоты и щелочи. В профессиональных составах часто есть так называемые хелатирующие агенты, хелатообразователи. Звучит сложно. Проще говоря, если ион, элемент ржавчины, это загрязнение, то кислота или щелочь его, скажем так, способна оторвать от поверхности, хелатирующий агент связывает его и не дает ему снова прицепиться к этой поверхности. Дополнительно поверхностно-активные вещества, аббревиатура ПАВ, несут различный дополнительный функционал. Добавляют раствору пену, стабилизируют пену или наоборот снижают ее в растворе, придают антибактериальные свойства, смягчают воду или являются отдушкой для придания приятного и устойчивого запаха после уборки, являются ингибиторами коррозии или антиоксидантами, снижают вероятность образования разводов после уборки и многое другое. Есть еще один фактор, касающийся применения моющих средств на профессиональном уровне. Это наличие пены. Например, большинство считает, если средство хорошо пенится, значит оно отмывает лучше, чем те, у которых пены нет. Психологически мы ассоциируем густую пену с качественной уборкой. Многие работники стремятся брать для работы сильно пенящую химию, якобы видя в пене залог лучшего отмывания загрязнений. Но это не совсем так. Например, в кислотной среде получить стабильную пену труднее, чем в нейтральной или щелочной. Поэтому, если кислотному моющему средству необходимо добавить пену, то производители средств
для уборки делают это с помощью все тех же поверхностно-активных веществ ПАВов. На деле же сама по себе пена не главный чистящий фактор. Хотя в ее густоте мы можем видеть, как она способна поднимать мелкие частицы грязи и пыли. Но в некоторых профессиональных задачах, например, в поломочных машинах, избыток пены – это враг. При избыточном пенообразовании пена поднимается высоко и может попасть в систему всасывания, залить вакуумный мотор и вывести его из строя. Это одна из самых серьезных и дорогостоящих поломок поломочной техники. Пена препятствует эффективному всасыванию грязной воды сквиджами, стяжками поломочной машины, что приводит к оставлению влаги на полу и снижению качества уборки. Вместо чистого сухого пола остаются разводы и иногда лужи. Ложное срабатывание датчиков уровня воды приводит к преждевременной остановке работы или, наоборот, переполнению бака. Поломочная машина не понимает, сколько у нее воды и когда нужно сливать грязную жидкость. Пена занимает объем в баке для сбора, создавая ложное ощущение его заполненности. Поэтому профессиональные средства для машин часто имеют пониженное пенообразование. Не все моющие средства имеют пену. Для удаления загрязнений краски, масляных пятен мы применяем растворители, которые не имеют пены. Та же лимонная кислота очищает накипь без пены, а пенящим средством для мытья посуды такой вид загрязнения плохо поддается. Итак, в клининге мы применяем кислотные и щелочные растворы разной концентрации и с добавлением особых веществ ПАВов. Образующаяся пена не является определяющим фактором борьбы с загрязнениями. И это не всегда соответствует бытовой логике «больше пены значит чище». Рассказывая о профессиональной химии для уборки, мы должны коснуться безопасности при работе с ней. Большая сила – это всегда большая ответственность. И когда мы говорим о профессиональных моющих средствах, цена ошибки может быть очень высокой. Начнем с кислот. Их главная опасность – летучие пары. Они вызывают химические ожоги слизистых глаз, носа и, что хуже всего, дыхательных путей. Вдыхание паров может привести к хроническому бронхиту, а при высокой концентрации возможен отек легких, что часто заканчивается трагически. Щелочи. Интуитивно кажется, что раз мыло – это щелочь, то они должны быть безопаснее. И это опасное заблуждение. Концентрированные щелочи не менее коварны. Они разрушают живые ткани, вызывая глубокие, долго не заживающие ожоги. Их пары способны раздражать дыхательные пути, могут вызывать удушье. На моей практике один сотрудник по ошибке стал лить воду в канистру с щелочным концентратом, а не наоборот. К счастью, он был в очках и перчатках, но даже те несколько капель, что брызнули на пол, мгновенно съели верхний слой линолеума. Думаю, этот урок он запомнил надолго. Также большой опасностью является смешивание кислотных и щелочных моющих средств. Казалось бы, кислота плюс щелочь равно нейтрализация, что может быть не так. Пойдет не так все. Да, это реакция нейтрализации, но при смешивании высококонцентрированных растворов она происходит с выделением огромного количества тепла. Все не просто нагревается, жидкость может вскипеть практически мгновенно, и в воздух поднимется не просто пар, а облако едкого аэрозоля. Аэрозоля, содержащего частицы и кислоты, и щелочи. Вдохнуть такое облако – это гарантированный тяжелейший ожог легких. Поэтому и нужны средства защиты, базовые условия работы уборщика. Мы не рекомендуем придумывать растворы самостоятельно. Производители моющих средств уже сделали это за нас. Специалисту клининга лишь важно научиться разбираться, для каких целей разработано то или иное моющее средство, и уметь его применять, разбавлять и дозировать. Как же правильно разбавлять высококонцентрированные моющие средства? Правило разбавления профессиональных моющих средств водой имеет важное значение. Первое.
Всегда читай инструкцию к моющему раствору. Второе. При работе с химическими моющими средствами применяй средства защиты, маску, очки, перчатки, специальную одежду и обувь. Третье. Чаще всего при разбавлении моющих средств с водой лей высококонцентрированную химию в воду, а не наоборот. Какая разница, спросите вы? Ведь в итоге они все равно смешиваются. Разница колоссальная. И она как раз в физике процесса. Чаще всего концентрированные кислоты и щелочи плотнее воды, а значит и тяжелее. Когда мы льем тяжелую кислоту или щелочь в большой объем легкой воды, то она опускается на дно, и тепло от реакции равномерно и безопасно распределяется по всему объему воды. А когда мы льем легкую воду в тяжелую кислоту или щелочь, она преимущественно остается сверху. Вода не тонет, она остается тонким слоем на поверхности. И вот на этой границе двух жидкостей начинается бурная реакция с выделением тепла. Верхний слой воды мгновенно закипает и, как из вулкана, выстреливает во все стороны брызгами горячей концентрированной кислоты. Последствия могут быть катастрофическими. Запомните это правило, написано чьими-то травмами. Добавлять концентраты нужно медленно, тонкой струйкой, постоянно перемешивая раствор. Только так получается стабильный и безопасный рабочий состав. Нейтрализация моющих средств, гашение в клининге. Еще одно правило про технологию удаления остатков моющих средств в клининге. Нейтрализация. Или на сленге клининга гашение. Профессиональное применение моющих средств подразумевает знание о нейтрализации растворов и применение этой технологии в работе. Периодически в рамках применения моющих растворов необходимо нейтрализовать кислотное моющее средство щелочным, а щелочное моющее средство – кислотным. Как правило, эта технология применяется для защиты убираемых поверхностей от агрессии моющих средств. Обычно в быту мы так не делаем. Помыл раковину моющим средством, смыл водой и все. Неужели все мы годами портим свои поверхности, сами того не зная? Дело в том, что бытовые моющие составы, как мы говорили ранее, гораздо слабее профессиональных и не так концентрированы. В профессиональной работе, где используются моющие концентраты, это критически важно. Вы спросите, а как же вода? Вода, конечно, снижает концентрацию, но не всегда полностью. Не всегда полностью останавливает реакцию и удаляет отложения сильных моющих средств. Остатки агрессивного вещества могут оставаться в порах материала и начинать свою разрушительную работу уже после того, как все высохло. А технология нейтрализации моющих средств, технология гашения, прекращает химическую активность примененного концентрата. Нейтрализация моющих средств часто не про удаление загрязнений, а забота об убранной поверхности. Это о том, что ты не только убрал грязь, но и сохранил поверхность в целостности. Те, кто применял моющие средства, мог замечать, как иногда хромированные поверхности теряли свой внешний вид, а на полу появлялись несмываемые разводы. Хотя во время уборки и по окончании ее ничего такого не было видно. И еще при регулярном применении щелочных средств без нейтрализации, например, при мытье посуды или пола, на поверхностях возникает эффект некого замыливания, когда образуется незаметный слой этого моющего средства. Тогда на таких полах может ощущаться липкость или сильный скрип обуви. А посуда может становиться не такой блестящей, с ощущением жирного слоя на поверхности. А если в посудомоечной машине не применять долгое время кондиционер, имеющий кислотный состав, то через какое-то время внутри машины появится неприятный запах. Основное моющее средство для бытовых, стиральных и посудомоечных машин, порошок или гель, это
чаще всего щелочь. Потому что она борется с органикой, остатками пищи и жиром. А кондиционер для белья или ополаскиватель для посуды – это кислотные составы. Их главная химическая задача не просто придать аромат или блеск, а нейтрализовать излишние остатки щелочи. Сначала применяется щелочь для удаления грязи, а потом кислота для нейтрализации остатков щелочи, ну или наоборот. Вот такими знаниями должен обладать специалист клининга при применении химических растворов. Заведите себе правило не забывать про нейтрализацию профессиональных моющих средств после уборки. Вода снижает активность концентрации, но не всегда нейтрализует химическое средство. Что ж, давайте подведем итог. Похоже, секрет удаления сложных загрязнений не в каком-то волшебном моющем средстве, а в знании. Понимание линейки кислотности pH, четкого разделения задач для кислот и щелочей и фанатичное соблюдение правил безопасности. Вот по сути то, что отличает мастера клининга от любителя. Мы не рекомендуем смешивать химии и придумывать растворы самостоятельно. Производители моющих средств уже давно сделали это за нас. Специалисту клининга лишь важно научиться разбираться, для каких целей разработано то или иное моющее средство, и уметь его применять согласно инструкции, разбавлять и дозировать. Это система, где нет мелочей. На этом мы заканчиваем наш первый урок знакомства с профессиональной химией для клининга. Хорошего вам дня! Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно посмотрите наш следующий урок о применении химии и удалении загрязнений.